А как вам удается заинтересовать представителей женского пола? Вы имеете в виду лично меня? У меня строгие костюмы, чувак. Небольшая гигиена – это не такая уж плохая вещь. Для начала нужно прилично подстричься и соблюдать определенную чистоту. На что же обращают внимание женщины? Очевидно, что все зависит от мудрости женщины, но что же, так оно и есть, потому что вы знаете, что нарциссы могут одурачить наивных женщин. Кстати, именно поэтому нарциссы так активно размножаются. И мы знаем это потому, что молодые женщины-нарциссические психопаты с большей вероятностью влюбятся в нарциссических психопатов. И причина этого в том, что они не могут отличить их от компетентных мужчин, потому что нарциссические психопаты имитируют компетентность, а это их ниша. И поэтому у них есть уверенность в себе, которая не оправдывается их способностями. Но женщины рассматривают уверенность в себе как признак способностей, и ложно уверенные в себе люди могут обмануть их, особенно если они молоды и наивны. И поэтому, давайте предположим, что вы не собираетесь быть нарциссическим психопатом. Чему часто учат такие сайты знакомств, как Моносфер, например, носить дорогие часы и немного походить на павлина. А также быть павлином, чтобы носить что-то, какой-то предмет одежды, который вам нравится. Знаете, немного необычно, что-то немного более яркое, чем обычно бывает, чтобы вы выглядели достаточно уверенным в себе. Но по большей части это просто тренировка в своего рода обманчивом нарциссизме. Так вот, парню из Wallflower могло бы принести пользу некоторое обучение нарциссической психопатии, просто чтобы немного уравновесить его. Таким образом, вы сможете добиться некоторого прогресса в продвижении вперед. Именно поэтому такие люди, как Эндрю Тейт, так популярны. И я не хочу сказать это совершенно пренебрежительно, но в этом кроется огромная опасность. Но в целом женщины хотят чего-то вроде уверенной в себе, продуктивной щедрости, по сути дела. И поэтому, знаете ли, если это сочетается с физической привлекательностью и чувством юмора, а также с теми чертами характера, которые мужчина также хотел бы видеть в женщине, тем лучше. Но ваша основная ставка, а не мои подозрения, заключается в том, что парень, который ответил на этот вопрос, скорее всего, молод. Во-первых, никому не нравятся молодые мужчины, так что если им это не нравится, значит вы не нравитесь женщинам. Это значит, что все в порядке вещей. А кому нравятся молодые люди? Мне вообще никто не нравится. А почему бы и нет? Они, по сути дела, доставляют много хлопот и бесполезны, и вот почему. С точки зрения разных культур женщинам нравятся мужчины, которые примерно на 4 года старше их. Причина этого заключается в том, что женщины более уязвимы в сексуальном плане, и им приходится делать себя еще более уязвимыми, если у них есть дети. Особенно, когда они еще младенцы. И поэтому они ищут парней, достаточно компетентных для того, чтобы, по крайней мере, позаботиться о себе. А затем иметь достаточно средств, чтобы прокормить жену и ребенка, находящегося на иждивении. И вовсе не потому, что жена хочет, чтобы о ней заботились, а потому, что это совсем не похоже на то, что женщины хотят, чтобы о них заботились. Это скорее взаимные отношения, но если у женщины есть ребенок на иждивении, то нужно заботиться о них обоих, особенно когда ребенок еще младенец. И поэтому женщины склоняют чашу весов в пользу оценки мужчин на основании их компетентной щедрости и причины, и вы знаете, мужчин это может раздражать. Но я бы сказал, что же, если бы вы были женщиной, вы поступили бы точно так же. А знаете, откуда мне это известно? Все дело в том, что женщины – это люди женского пола. И поэтому, если бы вы были женщиной, вы вели бы себя точно так же, как подобает женщине. Ведь именно такова и есть настоящая женщина, не так ли? Так что вы не можете винить женщин в этом. И вот это-то меня так раздражает. Особенно если вы молоды, потому что большинству женщин вы вряд ли понравитесь, а значит и именно вам. Так что вам пора повзрослеть. Но с другой стороны, вы должны понимать, что если вы сделаете себя компетентным, продуктивным, великодушным, немного социально грамотным и достаточно чистоплотным, то в конце концов вы кого-нибудь одурачите, и тогда на это может уйти несколько лет, но в целом так оно и происходит. Так вот в чем дело, не будьте дураком. Превратите себя в человека, с которым стоит быть рядом,
а затем развивайте в себе достаточно социальных навыков, чтобы искренне рекламировать себя. Потому что вы знаете, что это также не очень полезно, если вы мужчина, чтобы быть компетентным, продуктивным и щедрым, а затем настолько робким и социально неквалифицированным, что никто не может сказать об этом. Это тоже не очень полезно. Инженеры постоянно так поступают. Так вот, мой друг Джим, он мой Шурин, он отличный инженер. Сказал он, инженеры — единственные мужчины, которые так и не придумали, как превратить социальный статус в возможность спаривания. Это такая забавная реплика. Это тоже правда. Знаете что, я тоже собираюсь рассказать вам одну историю о нем. Я был вместе с ним и моим другом, который тоже работает инженером, в баре в Пало-Альто, штат Калифорния. Это было так чертовски забавно. Это был винный бар, довольно изысканное заведение, знаете ли, и я сидел там и разговаривал с ними, и они оба высококлассные инженеры и очень умные люди, но они всего лишь инженеры. Так вот, там была одна довольно привлекательная женщина примерно нашего возраста. Это было примерно 15 лет назад, и она была учительницей. Она старалась как-то включиться в беседу. Она была учительницей, жила в Пало-Альто, явно была там одна и нуждалась в компании. И это было так забавно, потому что эта бедная девочка пыталась вступить в разговор, слушала и высказывала свое мнение. Она пыталась мне подыграть. А эти чертовы инженеры просто объяснили ей примерно 5 причин, по которым она была не права, а потом продолжали разговаривать друг с другом. Вот и все в таком духе. Это так забавно. Тогда она выглядела бы немного смущенной и неуместной. И тогда она набиралась смелости немного дальше в разговоре и высказывала свое мнение, а затем они говорили ей, совсем как инженеры. Нет, вот так, вы ошибаетесь, и вот 5 причин почему. И как будто тогда она не смогла этого сделать, я подумал, что в конце концов она ушла от меня. Какой сюрприз, какой сюрприз. И я указал им на то, что они натворили. И мне показалось, что они довольно искушенные ребята, но наблюдать за этим было просто чертовски комично. Я едва мог стоять на ногах. Это похоже на то, что вы, чертовы инженеры, задаетесь вопросом, почему вам так трудно найти себе пару. Это действительно забавно. Так что да, так что послушайте, если вы молоды, если вы молодой парень, это все равно, что привести себя в порядок. Знаете ли, не ешьте чипсы в подвале. Не покрывайте себя апельсиновой пылью и не обижайтесь на женщин. Это похоже на то, чтобы пойти туда и сделать себя полезным в каком-то измерении или скорее немного укрепить себя и обрести некоторую уверенность. А затем выяснить, как представить себя соизмеримым с этим образом и, знаете ли, выйти в мир, чтобы люди могли увидеть это сейчас и тогда. И вы знаете, какая-нибудь бедная женщина будет в таком отчаянии, что в какой-то момент даст вам шанс. Все в порядке, все в порядке. Так вот, как я ее поймал. На самом деле это тоже ложь, потому что она действительно поймала меня. Да, я долго гнался за ней, а потом она поймала меня.